Тема: Зулусское восстание 1906 года. Зулусское восстание 1906 года возглавил вождь Бамбата Камасинза. Восстание было направлено против британского колониального правления и налогообложения, которые были усугублены различными экономическими кризисами. Британцы убили около 3-4 тысяч зулусов, что способствовало популяризации среди колонизаторов идеи о том, что объединение колоний необходимо для поддержания превосходства белой расы. Впоследствии в 1910 году был образован Южноафриканский союз. В годы, последовавшие за Англо-Бурской войной, британские работодатели испытывали трудности с наймом темнокожих фермеров из-за возросшей конкуренции. Колониальные власти ввели подушный налог в дополнение к существующему налогу на хижины, чтобы заставить зулусских мужчин выйти на рынок труда. Налог был очень регрессивным и непропорционально сильно повлиял на бедные семьи. Это усугублялось тем, что африканцы переживали более масштабный экономический кризис, поскольку европейские землевладельцы выселяли африканских арендаторов, чтобы те сами обрабатывали землю, что привело к перенаселенности небольших участков, зарезервированных для африканского большинства. Плюс были различные стихийные бедствия, такие как эпидемия 1896-97 годов, в результате которой погибло 90% скота. После того, как в 1898 году правительство освободило короля зулусов Динузулу, среди африканцев распространились слухи о том, что он планирует восстание с целью восстановления африканского правления и изгнания белых поселенцев. Введение подушного налога послужило катализатором для объединения молодежи, в то время как некоторые вожди и старейшины пытались подавить восстание, многие поддержали его. На первом этапе состоялись демонстрации на избирательных участках, кульминацией которых стала гибель 2 констеблей 8 февраля 1906 года и введение военного положения. У вождя Бамбата иногда возникали проблемы с колониальной администрацией, и власти подозревали, что он вместе с другими вождями выражал недовольство по поводу налога. Он был вызван в Грейтаун, но, опасаясь ареста, он не явился. Он понял, что администрация намерена подавить инакомыслие, и бежал к королю зулусов, чтобы проконсультироваться с ним. Бамбата вернулся в свою долину и обнаружил, что правительство сместило его с поста вождя. Он собрал небольшой отряд сторонников и с 3 апреля начал совершать серию партизанских вылазок, используя лес Нкандла в качестве базы. 10 июня британским войскам удалось встретиться лицом к лицу с повстанцами и окружить их в ущелье Мом. Когда взошло солнце, британские колониальные солдаты открыли огонь из пулеметов и пушек по повстанцам, вооруженным в основном копьями, боевыми палками и щитами. Сообщалось, что Бамбата был убит в бою правительственными войсками, но это утверждение было оспорено его сторонниками, которые считали, что он бежал в Мозамбик. Восстание в дальнейшем было продолжено другим вождем с 13 июня по 11 июля. На заключительном этапе британцы без разбора подавляли любое предполагаемое сопротивление в течение оставшейся части 1906 года. И оно было самым кровавым на сегодняшний день. Было убито от 3 до 4 тысяч зулусов, более 7 тысяч были заключены в тюрьму, а 4 тысячи подверглись порке. Война обошлась правительству дорого. В 2006 году в ознаменование 100-й годовщины восстания состоялась церемония, на которой вождь Бамбата был объявлен национальным героем Южной Африки. Его фотография появилась на почтовой марке, и улица была названа в его честь.